Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, это наш амбассадор Александра Кузнецова. И сегодня мы покажем вам процедуру татуажа бровей в растушевке единичкой. Мы хотели сделать волоски, но так как мы не подбираем моделей удобных и красивых для того, чтобы... Не то чтобы наши модели некрасивые, я имею в виду, мы не подбираем моделей с идеальными какими-то исходники, когда лысые брови удобно рисовать волоски или нет. К нам пришла модель, и вот по факту мы решили, что волосковая техника ей никак не подходит, мы сделаем растушевку. А использовать мы будем минералы, игла, единичка. Все расскажем в процессе, смотрите. Ну что, приступаем к эскизу. Мои инструменты — это карандаш, не остро заточенный, хлоргексидин, ватная палочка и мицеллярная вода, чтобы в процессе подтирать какие-то недочеты. Обработаю кожу хлоргексидином. А головки по ширине вы щипали раньше? Они были шире сами по себе в высоту? Нет? Угу. Насколько ты будешь расширять и в какую сторону? Я сейчас в процессе начну рисовать и определюсь, пока не знаю, буду импровизировать. Но хочется немножко пошире, чтобы, во-первых, симметрию поправить и чтобы попушистее была бровь. Ну, во-первых, надо будет выровнять центр, подвинуть вот эту бровь чуть-чуть к середине. И, наверное, вот буду чуть пушистее делать в этой части, удлинять и, наверное, вот по изломам чуть-чуть пройду по низу. Я буду рисовать эскиз, как бы это выглядел итоговый результат. То есть я не рисую рамку, я напыляю так, чтобы ей было понятно. Какой ты цвет предполагаешь? Брюнет. Может быть, немного подтеплить его. Но волосы у нее на бровях черные практически, то есть нет такого каштанового какого-то отлива. Теплого, да? Да. И волосы на голове тоже с русым оттенком, холодным. А на меня прямо посмотри. Как ты выбираешь в процессе, каким пигментом будешь работать? Минерал это или гибрид? Вот сейчас ты выбрала минерал, почему? Мне не нужен здесь прям очень плотный прокрас, потому что ее волоски, они достаточно яркие и густые, и мне нужна тень. Тень, чтобы ей было удобно потом контролировать свою форму, не ошибиться, то есть здесь не нужен плотный прокрас и очень яркий остаток. Но еще нужно заметить, что наша модель отращивает волосы по ширине, когда-то их вот выщипали в ниточку и теперь пытается восстановить форму. Поэтому ты сейчас нарисуешь, получается, форму, которая эталон, да, и там она будет отращивать свои волоски. Да. А в идеальном идеале ты бы выбрала что здесь, гибрид или минерал для работы? Минерал. А почему минерал? Именно потому, что дымку дает? Да, именно потому, что не будет плотного остатка, и он посветлеет со временем. Там ее волоски уже везде заполнят эту форму. И, возможно, ей не придется делать даже татуаж в будущем. В дальнейшем? То есть ты бы выбрала гибрид, если бы не было бровей, и нужен был бы какой-то декоративный эффект, или как? Расскажи. Ну, если бы пучки у нее были очень несимметричные, густые, тогда гибрид я бы выбрала. Угу. А так как здесь, по сути, по всей брови почти равномерно растут волоски, да? Я напыляю, не давлю, карандаш сухой, чтобы не создать яркий эскиз. Объясняешь ли ты клиентам, почему и какой пигмент ты выбрала? Или просто в голове у себя решаешь и все? Я с ними в этом плане не советуюсь, они мне свои пожелания говорят, и я уже определяюсь. Я даже никогда в баночке пигменты не показываю. Не знаю, некоторые мастера так делают. Но мне кажется, что эскиз тогда затянется на миллион лет, сам процесс. Ну, то есть, если клиенту надо прозрачно и недолго, то ты работаешь прозрачно или берешь минералы. А ты, кстати, лайт-версии работаешь или нет? Не пробовала? Нет? Не пробовала. В рисовании эскиза ты, получается, ориентируешься только на свое видение симметрии, то есть у тебя только в голове форма и симметрия, никакими точками ты не пользуешься критериальными, ничего такого нету, да? Сейчас уже нет, конечно. А когда ты учишь кого-то? Я учу, конечно, и мы начинаем с середины, находим вот этот центр треугольника
переносицы, и от него пляшем. Но я не использую ни нитки, ни линейки, ничего такого, и учу также. То есть мы все делаем на расстоянии метра, ну, я имею в виду оценку симметрии, либо используем линейки на камере, чтобы проверить симметрию. Стараюсь прорисовать так, чтобы форма была читаемая, но при этом не плотно закрашиваю карандашом. То есть край мой, он читаемый, но полупрозрачный, чтобы мне было потом самой же удобно его закреплять и не потерять форму. И карандашом стараюсь создать градиент, то есть головки не закрашиваю плотно, середину закрашиваю немножко ярче. В общем, чтобы все выглядело как уже готовый татуаж. Работаю штрихами. Мы закончили эскиз. Мы добавили ширины, вывели тело брови пошире и добавили хвост. Он у нее от природы стремится вверх, то есть бровь такая более прямая, без излома, и открывается вот большая часть неподвижного века. Мы решили ей создать такой изгиб, более явный, что тем самым украсило ее лицо. Посмотри, пожалуйста, в камеру. То есть вот это расстояние от глаза до брови сократилось. И мне кажется, что здесь акцент надо делать на вот от середины на хвост, потому что здесь довольно яркие волоски в головке, правильно? То есть не утяжелить, потому что очень маленькое расстояние от глаза до века в головке, и они стремятся к глазу. И по мне тогда надо сделать ярче в изломе, в хвосте, чтобы хорошо зафиксировать эту форму. Я фиксирую эскиз красной ручкой пилот. Рекомендую делать это либо длинными штрихами, либо единой линией, не оставляя зазора от карандаша до ручки. Идем по той же форме, которую наметили карандашом. Есть какие-то особенности нанесения ручки? Ей надо самым кончиком рисовать, чтобы не оставляла жирной линии. Вывожу себе линию хвоста и линию излома. Здесь у нас родинка, это самый пик. Чуть-чуть придерживаю кожу, не натягиваю, чтобы не искажались линии. Все прямыми линиями делаем. На карандаш ты совсем не заступаешь, да? Красная линия, за нее ты выступать в работе не будешь, это табу, правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Сейчас. Ты только эскиз рисуешь, фиксируешь с одной стороны или работаешь с одной стороны тоже? Работаю с двух сторон, фиксирую с одной. Когда я делаю головки, я встаю над клиентом, чтобы мне не нарушить направление, чтобы было общую картину видно сверху. Углы нижней точки головки всегда себе немножко отсекаю, чтобы не создать острую часть по низу. Сажаешь ли ты потом проверить или уже? Нет, я не буду сажать. Все, готово. Мы будем использовать пигмент брюнет Минерал 904. Буду использовать 35-й квадрон, заточка острая, чтобы работа шла быстрее. У нас здесь кожа нормальная, не сухая, не пористая, не толстая, поэтому, ну, не очень толстая, то есть она достаточно плотная, молодая, поэтому мы выбрали потолще диаметр, чтобы работа шла быстрее. Если бы это была сухая возрастная кожа, я бы выбрала диаметр поменьше. Буду работать сейчас с беларом, это короткоход. Скорость сейчас определюсь в процессе, но вы знаете, на короткоходах мы замедляем иглу, нежели чем на длинноходах. То есть здесь будет у нас примерно вольтаж в районе 5. Так, ну теперь мне интересно, с какой части ты начинаешь, какие особенности в работе, расскажи, пожалуйста. Начинаю с хвоста. Все достаточно классически, но я буду использовать работу не блоками, а по диагонали, чтобы был пушистый край. То есть мне нужно здесь немного уплотнить низ, потому что там сейчас пока нет волосков.
они вырастут в процессе. Поэтому я хочу чуть-чуть плотнее сделать низ, излом, а верх оставить пушистым, поэтому я буду его формировать с окончаниями штрихов, которые делаю по диагонали от нижнего края. Так, получается, ты от края диагональный штрих в середину хвоста кладешь или до конца ширины хвоста? Ну, в хвосте до конца верхнего края получается. Когда пойду в тело, буду в 2 ряда укладывать штрихи, чтобы плотность у меня в середине собралась. Терпимо? Да. Странное ощущение, да? Нормально, Не, да? вообще не больно. Мгм. Сейчас проверим, что у нас там остается. Как бы вот с этого ракурса пустим. Как думаешь? Я проверила свой прокрас. Ложится? Да, отлично ложится. Сейчас чуть-чуть побольше задержаться на одном месте вообще будет хорошо. Так, ты проверила, ложится хорошо, да? Да. Я еще по этому месту пройду, чтобы закрепить хвост, потому что ручка не очень хорошо держится, чтобы не потерять форму. Есть ли разница в работе минералами и органикой? В ощущениях, в укладке? Расскажи, пожалуйста. В ощущениях как будто бы можно чуть-чуть смелее давить, чтобы получить остаток такой же, как на гибриде. Расскажи о своих первых ошибках в работе минералами, вот когда не получалось. Не додавливала, то есть был маленький остаток, слабенький. Потом чуть-чуть рассмелела, и вообще стали заживчики красивые. Ну а если оценивать примерно, ну то есть в 2 раза усилилась или совсем на чуть-чуть усилилась? Больше даже не в глубине, а в количестве самих штрихов. Ну, то есть как бы нужно также не заглубляться, естественно, но положить пигмента больше в кожу. Ну, процентов на 15. Получается, что все растягивают гибриды именно штрихом, то есть количеством штрихов в коже, да? А здесь, получается, они и так, минералы заживут более-менее дымкой, и поэтому ты кладешь, наоборот, их плотнее, и, получается, сразу после процедуры выглядит ярче, чем у гибридов, да? Да. Ага. По вот самим ощущениям мне очень нравится минерал, потому что он на коже не размазывается. Им гораздо проще работать и быстрее идет работа, потому что не тратишь время на протирание. То есть тут достаточно воды, даже вазелин не нужен, чтобы тщательно стереть. А, нету вот этого, что в поры втерся и надо тереть, смывать. Мгм. Ну, как ты думаешь, это получается за счет того, что частички крупнее, да? Да, ну, наверное. То, что гибриды, они как пыль прям входят во все поры, да, во время работы? Мгм. Да-да. Ну, отлично. Еще проверяю. Все равно. Ты бы слышала звук у королевишны, когда она работала. Хрясь. Мгм, другой. Ну, там, конечно, и кожа была другая, но просто я вот смотрю, все по-разному все равно работают. Я когда стала работать на Беларе, мне кажется, у меня какая-то сам штрих поменялся, ну, в размере. Я стала как-то более мелко работать. Не знаю, это с машинкой связано. У нее лиокс. Они же там тоже разные, типа хард, там не хард. Когда я формирую край, я работаю только в одну сторону, на себя. А когда захожу в середину, там я могу быть смелее и плотнее укладываю в 2 стороны. Кожа натянута сильно или ты просто... Нет, придерживаю. Здесь вообще прекрасная кожа, не надо ее растягивать сильно. Ну, у тебя прям короткие штрихи, я вижу, как будто по паре миллиметров иногда, полмиллиметра максимум. Не, ну миллиметров 5. Ой, и со стороны я вижу, что вот особенно у контура ты прям малюсенький делаешь. Насколько далеко родинку обходишь? Ну, где-то миллиметрик, полмиллиметра. Это хорошо, там дымка все равно, да? Она собой формирует как будто бы острее излом будет выглядеть. Поэтому здесь акцентировать еще и цветом угол тоже не надо. А в середине уже штрихи туда-назад, да? Ты, потому что ты там уже не боишься чего-то законтуриться или что? Да, мне здесь поярче надо, и чтобы быстрее работа шла.
Не боюсь, короче. А вообще минералами вариант законтуриться, Конечно. да? А уже удаляла минералы, как они себя ведут? Нет. Не удаляла? Но я немножко такую для себя придумала тактику, что раз они инверсию не дают, раз они более прозрачные, у нас с некоторыми клиентами есть, ну, мы в процессе удаления старого татуажа, они, допустим, там хотят в будущем волоски себе, но удалять еще и удалять. И я уже двоим женщинам сделала минералом напыление, чтобы они походили летом с нормальными бровями и чтобы им не надо было подкрашивать. А потом мы договорились продолжить удаление. А, ты хитрая какая. Угу, прикольно. Потому что они все же страдают летом от того, что карандаш плывет. Ну, то есть его не страшно, он не даст инверсию удалять, даже если остатки будут, да? И он мешать не будет, по сути. Мгм. А потом они скажут, давай опять минерал, мы не хотим ходить удалять. Ну и тоже неплохо. Но так ты делаешь только если форма приемлемая, правильно? Да. То, что часто спрашивают мастера, а можно ли делать минералами сверху других пигментов? То есть меня прикалывает это, потому что они, кажется, боятся каких-то неведомых химических процессов внутри кожи, когда они внесут минералы на гибрид или там на что-то, не знаю, на другие минералы. Не, ну если это сделать сразу в баночке, то, наверное, какие-то риски есть, да, если минерал там с гибридом смешивать. Да даже это не дело в минералах и гибридах, потому что гибрид – это минерал с органикой смешанный, а дело в основе, в жидкой основе пигмента. То есть вот именно она может дать какую-то реакцию химическую, потому что разные основы у разных пигментов. Так, ты проверяешь, получается, в хвосте, а дальше уже идешь, не проверяя, да? Сейчас надо бы уже проверить, да, потому что много прошла. Цвет тебя устраивает? Бывает? Цвет нейтральный такой, хороший брюнет, не теплый, без рыжинки, он ей не нужен. Бывает такое, что ты в процессе понимаешь, что слишком теплый или слишком холодный, и меняешь цвет? Да, часто даже такое Да. бывает, конечно. То есть это нормально. Если вы видите, что цвет ложится каким-то слишком теплым или слишком холодным для этой кожи, то можно что-то поменять. Но если холодный, то чаще всего нужно нажим поменять, да? Да, поменять нажим, понять, дело именно в нажиме или в цвете пигмента, и только потом пигмент менять во вторую очередь, если все-таки по-прежнему холодный остается. У новичков всегда им кажется, что они слишком быстро машут, что они такие воздушные, что у них кожа светится, но при этом каждая точка, она холодная. И это вообще не пудровое напыление. Это просто жирные точки на глубине большой, с большим расстоянием друг между другом. Ну да, это самая частая ошибка у новичков. Да и не очень новичков. Мне недавно прислали работу, кошмарную просто на вид. По форме, по прокрасу, кошмарную. Я говорю, ну вы только начинаете, вам нужно пройти, вот нате вам онлайн-курсы. Я уже 18 лет работаю. Блин, вам тогда вообще нельзя работать. Переучиться гораздо сложнее. Ты, получается, проходишь одну бровь и дальше идешь на вторую или работаешь на этой же? Я ее закончу практически вот до конца. Процентов на сколько? Процентов на 85. Потом перейдем на вторую бровь, создадим такую же яркость и потом по мелочи добавим. Оценишь симметрию, наверное, да? Угу. Бывает такое, что ручка не стирается до самого конца вообще? Бывает, но это обычно на возрастной сухой коже. Вот у нее она прям стирается очень быстро. Какие-то есть особенности в укладке штриха в головке? Я стараюсь по направлению роста волос делать это. Потому что... Сейчас ты вверх идешь, от уголка вверх, а уголок перетемнить не боишься? Там и так много волос было. Да, нижний. Я вот параллельными штрихами боюсь создать полоски, ну, чтобы не перебить направление роста. А если бы они в головке вниз росли? Вот прям ты повторяешь направление волосков. Ну, стараюсь.
Даже если где-то там полоснешь, получится волосочек. Так, сейчас у тебя параллельные контуры идут, штрихи, не пойму. Тоже наискосок контур. То есть из середины брови на внешнюю часть, к внешнему контуру, наискосок, правильно? Мгм. Ну да, штрихи у тебя изменились, мелкие стали, действительно. В аппарат виноват, что? Мне кажется, да. То есть ты подстраиваешь технику под машинку. Маленький вылет, хочется ковыряться больше. Тут, конечно, края я где-то не доделала, не дожала. Ну, в принципе, красную ручку видно, я поэтому пока нанесу анестезию, чтобы было уже комфортнее. Подождем минутку. Я сейчас стараюсь доделать прокрас вот до примерно 85%, как изначально сказала. И только потом перехожу дальше, двигаюсь. То есть пока я хвост не доделаю по насыщенности, я вперед не продвинусь. Поэтому я достаточно часто протираю, смотрю остаток, чтобы сразу доделывать все мелкие пробельчики. Ты не делаешь вот эту растяжку безумную? То есть толщина, какая была на эскизе, с такой клиент и уходит? Конечно, потому что можно заиграться, и ты вообще другую форму по итогу получишь. А у тебя брови сильно сужаются после заживления тогда? Нет. То есть ты довольно плотно до самого края доходишь, но зато заживает уже там без потери особой, да? Да. Ты такая. Ну, это какое-то лишнее движение, да. Какие у тебя в арсенале машинки? И для каких техник и там случаев есть? Меняешь что-то? Мне нравится делать губы на аксионе. Вообще, ну, раньше беларом все делала на всех зонах, но опытным путем выявила, что аксионом губы быстрее закрашиваются. Хотя тоже разные губы бывают. Но большие какие-то такие плотные, вот стараюсь на аксионе делать. А какая связь, как ты думаешь, как ты это объясняешь? То есть он сильнее прокалывает? Там у меня, да, стоит более вот этот вот эксцентрик, подлиннее игла, вылет, чем на беларе, да. Соответственно, сила удара чуть-чуть больше будет, она помощнее. Белар нежный? Белар просто, если его раскручивать вольтаж, то он вроде бы резвый такой, да, но заполосить можно. Он тоже может быть жестким. Ты уже заглублялась минералами? Да. Как это выглядит? Я заглублялась именно, когда работала магнумом на растушевке, в хвосте, именно в том месте, где косточка. Ну, там был цвет чуть более такой серенький, ну, не черный, не такой активный, как если заглубиться концентратом. Что, есть вариант, что ты перейдешь полностью на минералы, или все-таки у тебя всегда будет в арсенале и то, и то? Нет, ну, я думаю, что, допустим, аллопециям я не буду минералом делать волоски. Ну, потому что им хочется подольше ходить с результатом ярким. Вот у Марго я видела. И ты, по-моему, писала, что волоски без точек заживают. Более такие интересные, какие-то мягкие. Потому что вот эти заглубления на аллопеции, ну, они достали. Их же не прикрыть волосками, и они видны. А заглубляешься ты все равно, и все заглубляются все равно, ну, иногда. Видишь, пока загадка только в том, сколько эта яркость продержится, через какое время они на обновление будут приходить. Ну, а надо же пробовать, получается. Тебе надо сделать нескольким и посмотреть. Пока это время не пройдет, я вот прям супер уверена не буду. Мне же надо какой-то прогноз, да, дать клиенту. Типа. Вот я бы детям, например, наверное, делала минералами. Чтобы и уходила подчистую, и менять можно было. Потому что маленькие бровки потом увеличил, да. Более размашисто сделал, ну что-то такое. Пока я минералами делаю тем, кто хотят прям супер натурально и боятся яркости. Пока так.
Ну вот укладывается достаточно быстро и набираю яркость. Вот уже почти доделала, как хотела. Убираю волоски ватным диском, чтобы вся кожа мне была видна, чтобы мне было видно все детали моего прокраса. Блин, мне нравится цвет. Он нейтральный. То есть он вроде бы и не сильно теплый, но и не сильно холодный. Саша, какие у тебя самые давно сделанные минералы ты наблюдала? Или еще у тебя нет опыта? Сколько им там? Месяца два, да, первым? В мае мы делали. В мае первый раз начала делать. Опыта заживших минералов, которым год-полтора, и они пришли на обновление, у нас еще нету, потому что мы их только что выпустили. По моему опыту, и, Саша, ты успела поработать у нас в студии минерала? Нет, ты уже работала только гибридами, да? По моему опыту они держатся, конечно, меньше, но не там в 2 раза. То есть, ну, допустим, там гибриды хорошо видны спустя года полтора все еще, а минералы уже почти не видны спустя год. Но я видела и такие, которые держатся тоже и 3, и 5 лет, когда заглублялась. Они приходили на удаление и говорили, что... Вернее, они приходили на обновление, я их отправляла на удаление. Они говорили, да все же отлично. Но они были такие холодненькие, но не смертельные, и очень дымчатые, и очень хорошо удалялись. Уходили в такой песочный цвет, и вообще можно было буквально через месяц работать, уже обновлять. То есть не было много удалений, как бывает с гибридами. Я бы уже, наверное, переехала на ту сторону. Получается, что сейчас ты добилась какой-то яркости и зафиксировала хорошо форму и хочешь переходить на вторую бровь, правильно? Да? У меня, кстати, тоже вопрос. 0,35 игла из-за чего? Из-за того, что это минерал? Или из-за того, что он подходит этой коже или машинка? Вот объясни. Если бы это были сейчас гибриды, ты бы взяла тоже 0,35 иглу? Я бы 30-ю взяла все-таки. То есть ты еще и под пигмент подбираешь? Хотела быстрее закончить. Ну, поэтому 35-ю. За счет диаметра пикселя быстрее закрас идет. Не, ну если логически рассуждать, если минералы дают большую дымку и такую мягкость при укладке и прощают больше ошибок, то можно пикселей не бояться. Потому что если вот здесь кожа нормальная, молодая, и если на ней гибридами работать 0,35 иглой, то все-таки, ну небольшой шанс, но был бы, что останутся точки после заживления. Минералы расплывутся 100%, то есть точек быть на минералах, ну, наверное, процентов 98 не может, кроме там как супер сухая возрастная кожа, если, правильно? То есть на минералах можно без запаски работать 0,35 иглой, чтобы быстрее прокрасить. Естественно, чем больше точка на коже, тем вы быстрее закрасите всю бровь. Про короткоход. То есть мы сейчас обсуждали, что ты на губах иногда работаешь с ксионом, на бровях ты работаешь в каких-то случаях другой машинкой или всегда Белар? И почему ты выбрала Белар? Он же довольно дорогой. Он у меня в первую очередь для волосковой техники. Но в растушевках тоже мне нравится его дымка, то есть меня устраивает. Я вот только на губы меняю машинку. Мне, как сказать, многим не нравится то, что капля льется, да, цепляется за волоски на короткоходе. Меня это вообще не смущает, мне все нравится. Она достаточно точная. Но здесь я вот смотрю, у тебя даже капли не видно, потому что просто ты настолько низко кожа, что там все слилось. Или здесь и капли нету, потому что минералы гуще? Да, они гуще. Ну вот я по сухому работаю месту, вот нет никакой капли. Хотя и за волоски тоже цепляется. А на гибридах висела бы капля, да? Они пожиже, да, скорее всего, висят. Но и все равно на тебя не мешает, ты тоже работаешь, да? Я же на ощупь количество штрихов там ощущаю, да, что я не обязательно в растушевке прям всматриваться в каждую линию, которую ты укладываешь. А на губах, конечно, удобнее длинноходом или каким-нибудь среднеходом работать, потому что там сукровица чаще выделяется,
и подцепляет пигмент из носика, выливается больше. Поэтому, наверное, ксионом на губах люблю больше работать. Расход меньше, в общем, пигмента. Оттенок. Да, цвет вот такой на растирке получается. Ну и вот такой уже в коже. Это у нас просто брюнет, да? Есть брюнет пигмент, а есть темный брюнет. То есть вот этот он достаточно нейтральный, но не холодный. Темный брюнет, он прям для черноволосых, таких вот, когда нужен прям вообще без всякой красноты оттенок. Естественно, все пигменты можно между собой мешать, чтобы цвет какой-то поменять, там, в теплую или в холодную сторону. Но я делала вот эту линейку, исходя из того, что нужны прям вот русый должен быть прям прохладным. Брюнет, самый максимально темный, должен быть для ярких брюнеток вообще сине-черных, которым вообще теплота в коже не нужна. То есть цвета такие серьезные и прям настоящие. Так, а чем ты стираешь пигмент? Просто вода или что, вазелин? Чуть вазелина. Мы об этом, кстати, не упоминали, но просто чистая вода и все, да, по сути. Иногда вазелин, чтобы... Просто минералы стираются очень легко. Они не как гибриды, они в кожу не проникают в поры. Здесь ты повторяешь все то же самое, просто сидишь с другой стороны. Штрих наискосок в 2 блока в ширину, да, получается? Да. Саша, ты переехала сейчас. Тебе в изломе удобнее сидеть, чтобы рисовать, в изголовье чуть-чуть наискосок, да? Чтобы штрихи... Да, то есть когда я на хвосте, то можно прям полностью на эту сторону переехать. А когда за головой сидишь, вообще все по направлению волос, наверх, наискосок идеально получается. Чуть повыше подбородок подними. Ага. Да, кстати, ты меняешь уровень головы в процессе. Ты сейчас забылась и начала сама наклоняться. Проще же подбородок поднять. Ну и следить, чтобы по радиусу надбровной дуги не работать, потому что там можно штрихом заглубиться. То есть вытягивать бровь на ровную поверхность. Сейчас не очень было понятно, по радиусу надбровной дуги не работает. Надбровная дуга у нас имеет объем. То есть если мы не вытягиваем бровь, а работаем там в глубине, то нам надо свой штрих подстроить под форму надбровной дуги. Он как бы должен стать полукруглым тоже, да? А чтобы штрих был ровный, ты вытягиваешь на лоб. Да. Тогда плоскость будет, на которой ты работаешь, будет ровненькая. Ну и плюс видно будет нижнюю линию, где тоже часто ошибки совершают все. Выскакивают или не докрашивают, да? Да. И если бровь не вытянуть отсюда, то здесь игла как в масло проваливается, потому что здесь очень такое место, да, рыхлое. То есть если не вытянешь, то заглубишься. А тут такое место важное очень. Первым делом бросается в глаза головки. В процессе ты симметрию никак не проверяешь, да? То есть ты ориентируешься на красную линию, которая еще видна, и все. А потом садишься и проверяешь, когда процентов на 80, да? Да, я проверяю уже в конце. Какие-то есть мелочи, которые ты мастерам объясняешь во время обучения и которые ты не соблюдаешь сама? Ну, потому что ты уже опытный мастер в работе. Ну, новичкам я рекомендую работать блоками. Почему? Вот таким способом, как я сейчас делаю, ну, и если ручка теряется, то легче потерять эскиз. А когда блоком, тогда фиксируется все четко. От контура до контура, да? Да. АСМР устроит. Пощипать. Уплотняю на втором проходе. Излом, хвостик и все мелкие пробелы заполняю, чтобы все смотрелось равномерно. На этом этапе надо почаще вытирать. Через каждые, наверное, 5 миллиметров прохода.
Здесь я уже подстраиваю длину своего штриха под размер того места, которое мне надо заполнить. То есть если я вижу точку, какой-то пробел, да, я не прохожу сквозь нее длинным штрихом. То есть мне нужно точечно в это место попасть, закрыть его, и только потом общим слоем все усилить еще. Я постепенно двигаюсь вперед к головке в прокрашивании и двигаю к себе голову, поворачиваю ее каждый раз за собой. То есть я не тянусь сама. На этом этапе можно уже сравнивать с насыщенностью правой брови. То есть, что это значит? Я буду поворачивать и вот смотреть, насколько у меня здесь плотность совпадает с левой бровью. И сильно близко не наклоняться к тому месту работы, к месту прокраса, потому что близко всех деталей не видно, то есть всю картину не видно. Когда ты сидишь близко носом к работе, мелких пробелов не увидишь, пятен не увидишь. Только когда издалека сравниваешь, и можно волоски в разные стороны двигать. Не только как они растут и прикрывают собой все недочеты, а именно надо отодвигать в сторону, в противоположную, от их роста родного. Тогда можно прям сделать очень равномерный прокрас. Сейчас у тебя брови примерно одинаковые по насыщенности. Когда ты будешь распылять вверх, когда ты будешь сажать, как это выглядит? Сейчас Уже пора? головку доделываю и садимся, смотрим. Сейчас она слишком светлая, тем более здесь волос нет. Поняла, вижу. Угу. То есть ты их сделаешь почти одинаковыми и будем садиться смотреть. Так, покажи нам в этой головке направление штрихов. И усиливаешься ли ты в головке по отношению к хвосту, например? Сильнее сделаешь нажим? Здесь кожа определенно плотнее, чем на хвостах, в 90% случаев. Поэтому нажим надо только опытным путем проверять, смотреть, попадаешь, не попадаешь, чтобы в холостую кожу, ресурс не тратить, да, грубо говоря. Но да, в хвосте надо бояться заглубиться. Здесь, конечно, место такое видное, но здесь кожа плотнее, можно чуть-чуть нажим увеличивать. И здесь тоже два блока получается, да? Потому что она широкая, да, часть. Я из середины второй блок укладываю наверх. Все так же по направлению волос или по направлению формы головки. Сравниваю со второй обязательно, чтобы не переборщить. Как ты контролируешь угол наклона головки? Примерно, а потом сидя глянешь, да? Но у меня здесь все красной ручкой обведено прекрасно. То есть ты до сих пор видишь красный. Кстати, сколько капель пигмента ты используешь на брови? Здесь где-то было 10. Хватило почти все это делать. Сейчас пару капель, наверное, еще добавлю. Это твоя норма или бывает больше, меньше? Больше не бывает. Мы посадили Диану, чтобы проверить симметрию. Я смотрю на нее ровно в фас. Левая головка немного уже. И, наверное, я уложу там чуть плотнее, потому что там место без волосков. Наверное, еще здесь пушок есть поверху. Мы его захватим и чуть-чуть дымку дадим. Сейчас сравниваем фото нашего эскиза и видим, что результат у нас получился чуть уже по форме, поэтому мы решили чуть-чуть еще сверху и снизу ширины добавить. Мы закончили нашу процедуру. Все особенности, все какие-то вопросы, которые у вас возникли в процессе, и, может быть, мы какие-то недораскрыли, пишите вопросы в комментарии к этому видео, мы обязательно снимем еще. И ставьте лайки, если вам понравилось то, что она сделала, и мы пригласим Сашу на другие зоны, если будет много лайков. Всем спасибо за просмотр, всем пока.